Привет, друзья! Я давно ничего не записывала, потому что я немного переезжала, и у меня были всякие бытовые заморочки, о которых не особо интересно рассказывать. Но вчера был очень милый комментарий от пользователя Ада М. Спасибо за него большое. И в комментарии был вопрос: как вы продаете ваши работы и как продвигаете? Ну, надо сразу оговориться, что я и продвижение – это самая печальная повесть на свете. Поэтому информационная часть такова. Продаю я через Инстаграм и через Etsy. А продвигаюсь я от слова «ну никак», потому что я в этом некомпетентна. На этом, в принципе, можно расходиться, но если интересно обсудить, давайте обсудим. Я думаю, что в моей жизни вообще не было примеров успешного и осознанного продвижения. Первая фирма, в которой я работала дизайнером, она занималась видеорекламой. Рынок был тогда очень узкий, специалистов было мало, на пересчет. Работали мы со средним и крупным бизнесом. Соцсетей тогда тоже толком еще не было, и бизнес там представлен не был. То есть они находили нас по сарафанному радио. При этом мы делали очень качественный и дорогой продукт, и никогда ни в один кризис не сидели без работы. У нас всегда были заказы. И получилось, что весь мой опыт работы там, это было 8 лет, говорил мне о том, что никакого особого продвижения не требуется, просто делай хорошо свою работу и все будет. Тогда же у меня появились собственные проекты, я шила игрушки мягкие, мама вязала по моим эскизам, мы печатали на кружках мои рисунки и на ткани пытались, продавали это все через ВКонтакте. Ну, я просто создала группу, пригласила туда друзей, и пару конкурсов мы провели. И товары были реально классные. Как только я делала что-то новое, оно хорошо продавалось. Но потом мы оказались в такой ситуации, что все вот там мои подписчики, они все были уже в этих кружках, в этих кошках мягких. И надо было как-то двигаться дальше и привлекать новых клиентов. А я этого делать не умела, но я и сейчас не умею. И примерно в то же время я начала фотографировать. Я продавала фотосессии тоже через группу ВКонтакте. На начальном этапе мой муж как-то купил 1000 ботов. Я не знаю, зачем он это сделал. Естественно, это все очень быстро слилось. Это коты мои играются. И толку от этих ботов, конечно, никаких не было. И опять же, моя задача была делать классный, качественный продукт. То есть я знала, если у меня какая-то в продажах там происходит заминка, мне надо пойти снять новую красивую фотосессию, запостить, и в течение недели у меня появятся заявки от клиентов. И я еще, конечно, очень по-дурацки тоже все это продавала. Если мне человек писал и говорил: вау, как красиво, я говорила: здравствуйте, и присылала прайс с ответами на самые популярные вопросы. Ну и дальше люди в 90% сливались, потому что там у меня было дорого, а 10% оставались, переводили предоплаты, мы уже начинали работать. Позже, когда продажами стал заниматься мой муж, он как-то более душевно и детально с людьми разговаривал, и процент конвертации стал выше. И однажды я купила рекламу в Инстаграме, я хотела продвинуть свой фотопроект, я видела, что так делают мои коллеги, и подумала, чем я хуже. Мы все настроили, выбрали девушек старше 25, указали наш город, но почему-то это рекламное объявление показывалось девочкам 12 лет с другого края страны. Мы, конечно, все это отключили, и больше я к рекламе не прикасалась. При этом сейчас моя подруга успешный таргетолог, и по-хорошему, наверное, надо собрать какой-то бюджет и вложиться в рекламную кампанию, там продвинуть свой блог, наверное. Но есть нюанс. Она же сама говорит: я могу сделать свою работу идеально, но я не могу дать гарантий. Потому что даже там самые хорошо выверенные кампании, сделанные по всем законам и протестированные, могут провалиться и не зайти. И никто никогда вам это не гарантирует. И это, в принципе, нормально. И как таргетолога я ее понимаю, но как клиент я, конечно, недовольна. Потому что получается, что мне надо заплатить таргетологу, мне надо заплатить за рекламную кампанию и не иметь никаких гарантий, что я что-то получу. Ну и возвращаемся к живописи. Я хотела заниматься рисованием, но я не представляла, куда идти, как это продавать и вообще что с этим делать. Потому что до этого все, как вы видите, было относительно просто. Я делала хороший продукт, и дальше он продавал более-менее себя сам. Первое, что я сделала, я в своем инстаграме выставила работу на продажу. Я ее опубликовала и подписала: вот работа, столько стоит, там, кто хочет, пишите. И она действительно на следующий день продалась. Я думаю, это скорее просто большая удача и совпадение, но это утвердило меня в мысли, что искусство, в принципе, продать можно, и то, что я делаю, кому-то нужно.
Еще у меня была регистрация на Саче, но я явно не подхожу им по формату, и я не думаю, что там в принципе когда-либо что-либо продалось бы у меня. И сейчас там даже нельзя ничего купить, там просто работы выставлены как портфолио, но они неплохо сохраняются людьми на Pinterest, а оттуда уже меня находят на Etsy. У меня были клиенты, которые приходили вот таким вот окольным путем. Сам Etsy лучше Инстаграма в том плане, что туда люди приходят уже за покупкой, как правило, а в Инстаграме приходят скорее развлекаться. Основная задача — это правильно настроить товарные позиции, и Etsy дальше тоже продвигает себя, по сути, сам. Вначале мой муж занимался этим самостоятельно, потом он консультировался у Руслана Терентьева. Если вы интересовались темой продажи картин, то, думаю, вы знаете этот канал «Яркие картины». Там специальные люди учат других людей, как правильно продавать на Etsy. И получается, что вроде бы существует энное количество каналов для продвижения, какие-то более очевидные, какие-то менее, но вопрос в том, чтобы ими действительно пользоваться, и чтобы на это хватало времени, сил и ресурсов, и, может быть, денег. Потому что я, например, не могу даже стабильно вести соцсети, я очень от них устаю. Мне нравится вести Инстаграм, хотя я не делаю этого регулярно. Я не умею сделать из этого коммерческий проект, ну вот как положено по науке, контент-план, разогревающие сторис, продающие посты. Это совсем история не про меня. Я воспринимаю это скорее как творческий дневник. Я думаю, что на самом деле мне нравится просто видеть свои проекты на разных стадиях от идеи до реализации. Типа, вау, какие они красивенькие получились. И, может быть, фиксировать какие-то впечатления или события в окружающем мире, которые на меня повлияли, творческие терзания. У меня не особо большая активность в Инстаграме, но если вдруг она случается, я, конечно, радуюсь, что это интересно еще кому-то. И иногда мне люди пишут по-настоящему красивые, вдохновляющие вещи. Я даже себе их сохраняю, чтобы можно было перечитать в период творческого упадка. Но да, это история в первую очередь про любовь. В итоге я думаю, что вся моя философия в плане продвижения искусства сводится к двум значимым пунктам. Первое, искусство должно быть оригинально в том плане, что оно должно быть ваше, оно должно отображать вас. Я категорический противник истории, типа, ой, смотрите, у него так здорово продаются верблюды, давайте мы тоже все будем рисовать верблюдов. Это совершенно неправильно и неприемлемо. Однажды я видела барышню, которая под копирку слизывала мои сюжеты и писала посты о творческом поиске. Это в первую очередь, конечно, печально, потому что оно не дает возможности раскрыться своему потенциалу. Во-вторых, если называть вещи своими именами, это все-таки воровство. И я стараюсь не циклиться на таких вещах, этого много, но я привожу это как пример, что это неправильный путь. Это кот трется о штатив. То есть я абсолютно убеждена, что надо делать качественный оригинальный продукт, который отображает вас. И вот тут пункт номер 2, по возможности показать свое искусство как можно большему количеству людей. Потому что вы никогда не знаете, когда ваша работа найдет своего покупателя. История номер раз. Я написала картину, она получилась странненькая, хотя моему мужу понравилась, и приходила подруга, посмотрела и говорит, вау, это шедевр. Ее вскоре купили, и девушка, которая ее купила, написала сообщение, мол, эта работа настолько точно отображает то, что мне нужно, что мне кажется, если бы я покупала бы картину на заказ, то это не было бы так точно. Ну, это приблизительно такой перевод, но думаю, смысл ясен, и это действительно очень круто. История номер 2. Я рисовала картину, не могла ее закончить. В какой-то момент я поняла, что задача, которую я перед собой поставила, для меня слишком сложная, я не справляюсь. Я ее забросила, но у меня есть правило, что любая картина должна быть дописана, потому что если я буду бросать работу на той стадии, что мне не нравится, не будет дописана ни одна. И я ее доделала, как смогла, так и доделала, и мы тоже выставили ее на продаже, и вскоре ее купили. На мой взгляд, она тоже была несколько странновата, но тот, кто купил, был очень доволен. История номер 3 куда-то потерялась, и я заметила это, когда монтировала ролик. Я успела за это время начать новую работу, похоже на черный квадрат. Так вот, я рисовала картину, я выкладывала этапы в сторис, и ее купили, когда она еще была не закончена. История номер 4. У меня есть YouTube канал, на котором, скорее всего, вы это и смотрите. Я не особо активно им занимаюсь, потому что подписчики ожидают от меня в основном обучающие видео, а мне это крайне тяжело дается, я могу по полгода не заходить.
Но на Новый год и Рождество я стараюсь делать поздравительную видеооткрытку для своих подписчиков. Обычно эти видео не набирают больше 100 или 200 просмотров, что в рамках YouTube, конечно, очень мало. И я такая каждый раз думаю, боже, зачем я это делаю? Это же никому не нужно. А когда началась пандемия, все было грустненько и непонятно, барышня из Норвегии купила несколько моих работ, и этим очень меня поддержала в то время. Потом оказалось, что она увидела на ютубе когда-то вот эти вот рождественские ролики, и они ей так понравились, мой стиль и мои персонажи, что она какое-то время следила за мной на ютубе, а потом перешла в инстаграм. И сейчас она до сих пор поддерживает все мои новые проекты. Мне кажется, предугадать такое стечение обстоятельств невозможно, как и предугадать, кого именно зацепят ваши работы. Когда человек встречается со своей картиной и говорит, да, это именно то, что мне надо, это то, что я искал, это та самая картина, этот момент действительно очень вдохновляющий. Это как такое маленькое чудо. Одна моя мистически настроенная подруга говорит, Таня, на самом деле волшебство происходит в тот момент, когда ты картину пишешь. Это значит, что кто-то во вселенной ее заказал, и ты услышала. Я не верю во всякие такие штуки, но звучит очень красиво. Вот и получается, что своим продвижением я как-то осознанно не занимаюсь. И я не занимаюсь даже продажами. Этим занимается мой муж, и он действительно в этом хорош. Если ему написали и задали вопрос, вероятность того, что он продаст картину, довольно высокая. Я не знаю, как он это делает, при том, что он ничего никогда никому не навязывает, он просто с людьми беседует. И я никогда не читаю эти переписки, потому что испытываю какой-то просто жуткий испанский стыд. Это кошмар какой-то. Я думаю, это издержки моего советского воспитания, что ты должен быть тихим, ты должен быть скромным, ты должен не высовываться, просто сидеть, делать свою работу, может быть, что-нибудь когда-нибудь случится. А скромность и продвижение, скорее всего, вещи несовместимые, потому что мало иметь какую-то стратегию продвижения, надо еще потом действительно сесть, написать пост, записать видео, сказать привет, смотри, какой я классный, вот мои классные картины. У меня на этом моменте случается всегда ступор, и все заканчивается. Поэтому я желаю вам уверенности в себе, хорошего настроения и вдохновения, конечно. Большое спасибо, если вы посмотрели. Я надеюсь, что я смогла ответить на вопрос, и это было не очень нудно. Пишите вопросы в комментариях и давайте обсуждать. Спасибо всем большое и пока.